Всем привет! Меня зовут Влада 4, Гуля, Серега. И добро пожаловать в ролик «Дорогая еда против дешевой». Бум-бум-бум! Концепция очень простая. Нам будут приносить два варианта одного и того же блюда. Например, лапша быстрого приготовления. Как думаете, сможем отличить дорогую от дешевой? Ну, я вот дешевую очень много ел, я вот прям знаю каждую, вот просто... А дорогая, вот она может быть какая-то замороченная, знаешь, но они там перестарались и сделали невкусно. Короче, вот это вот сегодня будем выяснять. Но перед тем, как мы начнем, ребята, нужно поговорить. Мы провели расчеты вот здесь вот на бумажке, вот этим вот фломастером, и мы в шоке, мы просто шокированы, ребята. Вот смотрите, на канале где-то 600 роликов. Ребята, 600 роликов, вы вдумайтесь просто. Один ролик равно 1 день жизни. И, ребята, это 600 дней. Вот 600 дней мы вот так вот перед камерой, без остановки. Представляете, как это много, и мы все это время трудимся над контентом. А еще монтаж, а еще идеи придумывать, подготавливать все, покупать. Ну, это просто кошмар, как много времени. И вот, мы теперь решили с пацанами, что каждый зритель канала должен нам теперь $1. Вот так вот, да. Ну вот капец, мы столько работаем и всего лишь $1 просим взамен. Ну это же капец фигня. Всего лишь $1 с каждого зрителя. Но, ребята, у меня есть хорошие новости для тех, кто подписан на канал. Ребята, кто оформил подписочку, вы ничего нам не должны. Никакого $1. Ничего. Мы вам просто хотим сказать спасибо, что нас поддержали, что подписаны на канал. Смотрите ролики, вы просто лучшие. А вот те, кто не подписан, ребята, кто вот не подписан и смотрит ролики, с вас по $1 с каждого. И вот, мы провели подсчеты. В среднем, да, каждый наш ролик за месяц набирает 15 миллионов просмотров. И вот 46% зрителей смотрят ролики без подписки. И знаете, сколько это? Это 6 миллионов 900 тысяч человек. И вот, теперь вы нам должны $1. Вот 6 миллионов 900 тысяч долларов нам должны зрители, кто смотрит без подписочки. Да, вот за то, что вы такие жадины. Но, ребята, все равно спецпредложение от канала А4 будет работать всегда. Вот если ты не подписанный, оформляешь прямо сейчас подписочку, все, ничего, никакой $1 ты теперь нам не должен. Вот так вот можно сэкономить бакс. Считай, это будет плата за наши старания, что мы так много трудимся над контентом. Так что давай, ждем тебя в рядах наших подписчиков. Кнопочка подписаться под роликом. Давай, сделай это. А вот те, кто не подписан, ребята, $1 висит. Ладно, все, математика пошла в баню. Давайте начинать ролик. Ну что, блюдо нам принесли, открываем глазки. Пельмени! По тесту, мне кажется, бесполезно. Тесто и в дорогих, и в дешевых оно одинаковое. Не, чувак, это вот прям реально можно понять. Ну давай. Дешевая, вообще 100%. Почему такой вердикт? Ну, потому что твердое тесто такое, знаете, прям чувствуется, что муки наварили не жалея. Ну-ка. А здесь? Ну да, тесто не такое вкусное. Здесь просто прелесть, просто попробуйте, вы обалдеете. Сейчас я хочу по тесту посмотреть, как оно выглядит. Вай, мама, что это? Вот, посмотрите на два мяса. Вот этот вот кувелик. И вот на вот этот вот кусочек. Вы посмотрите, как много мяса просто засунули во всю тестинку, не пожалели. Прилетела информация, что разница в цене в 8 раз. То есть, если это стоит 100 рублей, то вот эти 800. Мне так кажется, что вот это дешевые, а эти дорогие. По вкусу теста я могу сказать, что вот это дорогие пельмени. Я пойду ва-банк и даже пробовать не буду. Ну а я заценю пельмешку, может быть, посоветую, да, скажу, стоит ли переплачивать за дорогие пельмени. Ну мясо просто как мамина котлетка. Так, ну давайте возьмемся за дело. Ну как, есть можно? Не, это как бы вкусно, но по ощущениям просто вот чисто вот какой-то биоматериал для того, чтобы не умереть. Типа ешь, чтобы не умереть, знаешь. Ребята, лучше не экономить на пельменях, потому что скупой платит дважды. Чтобы съесть эти пельмени, вам еще придется кетчупа купить, майонез купить, посолить, хлеб, чтобы это все можно было заесть. И вы по итогу переплатите. Лучше сразу берите качественно. Ну, я соглашусь с пацанами, потому что реально у этих и тесто, и мясо намного вкуснее. Вот тут даже куснул. Поэтому здесь дорогие, здесь дешевые. Итак, вердикт. Вот дорогие.
Смотрите, нам сказали, что мы ошиблись, но здесь мясо курицы, а здесь мясо говядины. Что за бред? Бред, полный бред, окей? Не, ребята, ну косарь за вот такие пельмени, да лучше я уже 8 пачек вот таких куплю и буду есть. Но мне кажется, дело просто в мясе. Ну, просто говядина, пельмени, ну, они не очень, не все такие вкусные. Не прислушивайтесь к нам по поводу пельменей. Пельмени выбирайте на свой вкус. Реально. Но есть и хорошая новость. Походу, ребята, ролик будет интересный. Досматривайте до конца, будет весело. Готов? Да. Раз, два, три, погнали. Мороженое. Ну, чисто визуально одинаково. А, есть различия. Это прям белое-белое, а это немножко ванильного цвета. Ну, есть немножко прям. Я вообще, знаете, что понял? Что мороженое называется мороженое. Ну, типа, мороженое. Ну, я вот недавно это осознал, что мороженое — это мороженое. Ну, оно должно быть замороженное называться. А знаете, что вот есть мой додыр? Да, мой додыр. И он потому что типа мой додыр. Я тоже был в шоке. Ладно, я пробую правое, да? Вы тоже? Я тоже. Мне кажется, это хотя бы надо попробовать другое. Но мне нравится, что здесь нет других вкусов. Ну, знаете, иногда бывает у некоторых мороженое там вкус холодильника или вкус масла. Дорогое? Это вот вкус холодильника и вкус масла, это вот про это. Это значит дешевое, это будет дорогое. А вдруг это натуральное из масла сделанное мороженое? Да не, ну это вообще... Чисто, чтобы вы понимали, дешевое мороженое стоит 19 рублей, а дорогое 120. Разница велика. Не, это 100% фигня. Вот это вот мороженое немножко сушится, которое слева находится. Не знаю, я попробую разобрать по структуре. Это более как будто бы рассыпчатый. Да на самом деле, ну, ребят, там разница. Мороженое за 120, там, сколько рублей? Это что, 2 доллара? Нифига себе мороженое за 2 доллара, это нормально. Ну да, скорее всего, это просто обычное хорошее мороженое. Не знаю, я на всякий случай выдвину другую. Мне хочется балл заработать. Мне кажется, здесь дорогая. Ну давайте узнаем. Да это какой-то бред. Серега получает балл, но я ориентируюсь на вкус. Мне кажется, нас разводят. И вкус говорит мне о том, что это мороженое вкусное и офигенное. А это просто масло замороженное. Может быть, оно просто какое-то натуральное. Из-за этого оно такое немного странное. Реально, по вкусу вот это вот вкуснее. Ладно, давайте идти дальше. Понеслась. Так, ну в хлебе я профессионал. Я все ем с хлебом. Я шарю за хлеб Это максимально. я все ем с хлебом. Я даже пельмени ем с хлебом. Я даже роллтон ем с хлебом. Я даже хлеб ем с хлебом. А я раньше чипсы ел с хлебом. И смотрите, сразу могу сказать по форме. Круглый хлеб, его сделать достаточно тяжело, потому что как его печь? Тесто разливается, а здесь форма. Форма очень хорошая, то есть такой багетик. Смотрите, даже тут плесень, ребят. Вы Это не плесень, это мука. Я так себя успокаиваю. По запаху сейчас быстро расскажу, потому что вы это не можете почувствовать. Здесь такой прям, вот реально, батин хлеб, вот это значит дешевый. А здесь вот в ресторане так пахнет. Вообще прям жестко хлебно. Разница в цене этих хлебушков в 15 раз. Дешевый стоит 40 рублей, 40, а дорогой 600. Из голубой тарелки хлеб достаточно такой прям вот родной, значит дешевый. Здесь что у нас? Ну-ка. О, вот это вот горечь в хлебе, это признак дороговизны. А я попробую именно прям сердцевинку у этого хлеба. Ну, такой солененький немножко. Дрожжи. Дрожжи, да, очень много дрожжей. Но он такой прям как будто влажный даже внутри. Да, правильно, такой хлеб должен быть. А вот этот, он еще и со злаками. Тут одни злаки только будут стоить рублей 200. Поэтому я считаю, что вот этот дешевый, это дорогой. После прошлых раундов я даже боюсь что-то делать. Я реально сейчас буду просто наугад. Просто попробуй корочку дешевого хлеба. Она вот такая просто. Это дешевый хлеб. Вкусный, значит. Да, вообще родной такой. Ну да, я попробую и корочку, и сердцевинку, и скажу, что дорогой справа, на белой тарелке. Может, специально производители потратили больше денег, Продолжай. чтобы воссоздать тот самый вкусный хлеб. Вложили много денег, чтобы получилось сделать вкус, как у дешевого хлеба. Ребят, рискну. Зря. Ребята, я лутаю балл! Это бред. Этот хлеб не может стоить 600 рублей. Я вам клянусь, это бред, это обман. Бейте, справедливо. Это чушь, это просто чушь. Я выбрал чисто по вкусу, что бы я хотел просто хавать. Вот, ребят, вот кто больше что любит? Хлеб или батон? Батон. Батон? Блин, я не знаю, мне и то нравится. Сложно определиться. Было бы у меня время, как у подписчиков, подумать и написать в комментарии, я бы написал, напишите в комментариях. Изи балл, изи, let's go дальше. Та-да-да-дам. Это виноградный сок, ребята, погнали. Я все понял. Ребята, вот это вот. Ну, я подожду, пока второй сделает выводы и сделаю против. Вай, мама, что это? Фу, чисто химозой воняет. А здесь как в садике. Нет, это 100% дорогой. Это 100% дорогой сок. Ну, по вкусу гадость. Ну, вот как раз дорогие, мне кажется, не гадость. Хотя, пацаны, чувствуется очень много сахара. Граненый стакан.
Ой. А здесь, наоборот, урегулированный вкус. Как будто прям вот виноград, ничего лишнего. Разница в цене 15 раз тоже, да. Мне кажется, дорогая здесь, а дорогой здесь. Здесь прям очень много винограда. Нет, я тоже соглашусь с Сергеем. А я голосую, что вот это, дорогой. Есть! Мы получаем балл! Ну, здесь было легко понять, реально. Ну да. Нелегко. Нам заносят пачки и готово, да? Да. Это что такое вообще? Не, ну тут все понятно, мне кажется. Тут прям вкус выдержанный, видно, не разбавляли водой. Вот прям вот этот вот виноград я чувствую, прям такой сладкий. Ребята, есть один нюанс. Считаю, что этот раунд технически мы не могли выиграть. Это яблоко, виноград. А здесь есть яблоко? Чик, нет яблока. Парирай. Нет, мы же оценивали сок, конкретно сок. Вот этот сок был вкусный, дорогой. Ребята, вот здесь в составе 7 ингредиентов. Здесь в составе 1 ингредиент. Стопроцентный виноградный сок. Очень вкусно. Круто. Ну чё, двигаемся дальше? Погнали. Пармиджано. Сразу по твердости давайте посмотрим. Вы вообще как, сыр любите? Я просто ненавижу сыр, я не люблю. Есть вкусный сыр, а есть невкусный сыр. Есть только сыр-косичка, все остальное фейки. С правой стороны более бледный сыр, а слева прям желтый. Попробуем на вкус. Жестковатенький. Такая легкая соленость. А тут? Вот с правой стороны как будто бы дешевый. Пока, на первый взгляд. По вкусу мне больше нравится вот этот. Я буду считать, что это дорогой. Один сыр стоит 240 рублей, а второй 1500. Рискну, у меня есть одна теория, рискну проголосовать за вот этот, что он дорогой. Ладно, я все-таки думаю, что это вот этот. Более желтый и более насыщенный вкус. Есть! Есть! Получаем баллы. Я, честно говорю, считаю незаслуженно, что балл получил, потому что я в нем не разбираюсь. Ну да, хороший аргумент по поводу того, что он более желтый. Выглядит он более такой староватый, а это типа нормально для сыра. Но, блин, хотел рискнуть, знаете почему? Потому что здесь есть вот этот такой ребристый краешек, а обычно это, знаете, вот такие большие круги. Я думал, это краешек вот этого круга. Ну, не фартануло. Кажется, я проигрываю, нужно срочно отыграться. Погнали, ребята, и сразу хочу вам сказать шокирующую просто информацию. У нас здесь рекордсмен. Разница в цене в 40 раз. 30 рублей и 1200, представляете? Перед нами сухой завтрак. Не, ну вот эти вот легендарные, мне кажется, вот это дешевое. По вкусу это не то, что я думал. Я думал, они будут сладенькие, но они нифига не сладенькие. Может быть, потому что они натуральные? Может быть. Это просто семки напоминает, да? Вообще без вкуса, ребят. Да. Типа они не сладкие, прикиньте. И с таким привкусом. Вот сейчас это тяжело будет угадать. Ну а вот это вот просто да, вот это да. Просто сладость максимальная. Медовые, вкусные. Ну что, на что сделаем ставку? На очень сладкий, прикольный вкус, ну, который нам всем знаком, или на невкусную натуральность? Я здесь даже вижу маленькие кусочки злака, прям как будто бы это реально натуральный продукт. Мне кажется, что вот это будет дорогое, потому что здесь очень много добавок, которые реально могут стоить денег. И, скорее всего, нас еще могли запутать. Мне кажется, вот это дорогая. Но у меня баллы позволяют, я рискну быть другим мнением. Пара-ба-бам! Ребята, вот упаковки от... видно по пальчике, да? Можно определить? Угу. И где? Вот это дорогое будет. Логично. Да, действительно, посмотрите, мы угадали. Вот наши сладости вкусненькие. А вот это вот, посмотрите, каждодневки. Но здесь написано, отлично подходит для детского питания и здорового питания. Так что здесь упор сделан на здоровизну. Но мы такое не любим. Мы любим сладкое. Итак, сегодня у нас килбаса. Килбаска. В цене есть интересный момент. Дорогая стоит 2400, а дешевая 170. Разница колоссальная. Я уже даже могу, не пробуя, я потом попробую, но не пробуя, я скажу сразу, здесь дорогая, потому что она красного цвета. И что? Один раз купил дорогую колбасу, реально, ну чисто попробуйте, она вот была вот такого цвета. Обалдеть, ты понюхал? Ну понюхал, да. Офигеть, ребята, вот это просто мэр. Натуральная, натуральная. Помой просто. Реально пахнет отвратительно. Ребята, а я вот эта говорю. копченочка вкусненькая. Как бы оно ни пахло, она натуральная. Подожди, 2400, может быть вот это, но вот эта колбаса была вот такая вот. Блин, она мега вкусная, чувак. Она очень вкусная. Она просто... Ва-банк. Вот, мне кажется, вот она. Я выбираю ее. Дорогая справа. Сюда! Сюда! Супер! Я доверился вкусовым рецепторам и не прогадал. А по баллам мы как раз таки сравнялись. Так что давайте двигаться в следующий раунд и узнаем, что там будет дальше. Блин, по чаям, ребята, я эксперт, пью чаи каждый день. Так что давайте сюда балл. Сейчас я все определю. Так сказали, один чай стоит 50 рублей, а другой 1820. Ну, для чаев это еще на самом деле не так много. Ты уже понял что-то? Мне кажется, да. Ну-ка, я попробую. Это чисто столовский, вот чисто мамка после работы заваривает. Все просто. Все реально очень
просто. А этот пахнет рыбой. Это дорогой чай, это, может быть, даже это, тигуанини. Есть такой? Есть, да? По-моему, он. Есть такие чаи, вот пакетик засовываешь буквально на 2 секунды, да, и чай сразу черный стал. Вот здесь уже вот секунду подержали, и уже много было. И вот пленка, посмотрите, вот пленочка, вот она вот по краям уже вон собралась. Вот реально сделал глоток, и на зубах уже как песок какой-то. Здесь консистенция чистая, светлый. Такого невозможно в пакетике просто сделать, невозможно. А еще у меня, смотрите, здесь в этой кружке у меня есть чайные листочки, прям плавают. А здесь нету, здесь сразу видно, в пакетике заваривали. Это easy раунд, это просто easy. Ну вот, в принципе, вот чаи. Ну, понятно, где дорогая и где дешевая. Надо по запаху сразу понять. Ну, подожди, Наверное, так, ну нет? откуда ты знаешь? Ой, Рыбой пахнет? Нет, не рыбой. Вот это должен пахнуть рыбой. ну не рыба, но приятно, конечно. Блин, мы, походу, ошиблись. Но вот это же такой же запах, как и в этом чае. Чё? Дайте ответ. Мы ошиблись. Вот так вот знаток чая привел нас к поражению. Это обман, я не верю. Я эксперт. Изи. Сейчас я все определю. Как? Да реально вкуснее намного. Я этот не пил бы. Это какая-то просто иллюзия. Интересно, что же будет дальше. Йогурт за 50 рублей и за 400. Ну, сразу можно сказать, смотрите, один йогурт такой плотненький, прям навалено, а здесь какой-то жидкий. Смотрите, я знаю, что если йогурт немножко напоминает кефир, то это значит оздоровительный йогурт, и он может реально стоить много денег, натурально. А вот справа попробовал, он реально кефир ходячий. Вот такой йогурт у меня девушка вот ела, он очень похож. Он где-то столько и стоил, но, возможно, это и дешево. Блин, вот этот дорогой. Я все-таки возьму за правую. Я не знаю, просто наугад. Эники-беники ели вареники, эники-беники ты, дорогой. Дорогой. И ты сделал правильный выбор. Есть! Ну это было понятно, очевидно. Так, объясниться может Глен, потому что я хз. Да просто вкус более кислый, более натуральный, и по структуре можете сами посмотреть, что он реально вот он такой приятный, просто как можно прям сразу в рекламу снимать. А вот представьте рекламу вот этого йогурта. Вот, ребят, покупайте жидкость. Окей, двигаемся дальше. Дорогие чипсы против дешевых. Ну, ребята, посмотрите сами, посмотрите. Вот, посмотрите, вот как будто вот такая вот, и вот сюда. Одни чипсы за 600 рублей, это очень много для чипсов, а вторые за 100, то есть обычная пачка. Блин, а где вкусная? Очень соленые, просто на максимум. Не, я делаю вывод, что здесь они прям, ну не знаю, они вкусные, они прям картошка чувствуется, а здесь чувствуется масло, просто масло. Мне кажется, что по вкусу дорогие чипсы здесь, потому что они мега вкусные. Это просто идеально. Ладно, я проголосую, как все. Итак, принесли пачки, мы еще ничего не видели. Может, я первый посмотрю. Давай. Ну, смотрите, не смотрите. Не могу пока определить, но посмотрите вот сюда. Вот так вот пачки лежат. Посмотрите, здесь упаковка просто как искусство какое-то. И, скорее всего, за искусство нужно было хорошенько заплатить денег. Здесь очень натурально все. Ну, очень натурально и очень как-то просто выглядит. Как будто, ну, знаете, дизайнер с Авито. Короче, пацаны, я уверен, что мы опростоволосились на этом моменте. Не. Да, мы опростоволосились. Да ну! Ну, посмотрите, как красиво выглядит эта пачка. Ну, Какой бы ты чипсину съел? Ну, конечно же, вот дорогую. Нет. Ну, по внешнему виду вот эти гораздо вкуснее. Окей, гайз, двигаемся дальше. Ну что, у нас здесь ореховая паста, типа нутелла. Ну, а, ребята, мне кажется, здесь нет нутеллы, потому что это было бы слишком очевидно. Я думаю, здесь какая-то дорогая паста, типа крутая, а дешевая это какая-нибудь орешек там или что-нибудь такое. Белочка такая, да. Так вообще ж хорошая. Пацаны, просто понюхайте. Господи, у меня глаза открылись. Я теперь бог шоколадной пасты, реально. Я знаю, где она. Ох. Это с правой тарелки, она вообще не двигается никуда. А тут... Чуваки, возможно, это будет и дешевая паста, но я бы ее хавал. Дорогая стоит 600 рублей, дешевая 80. Скорее всего, вот это будет дорогой. Тут надо не только на сладости смотреть, на вкус, на насыщенность, а еще вот на какую-то полезность, правильность. Слаще вот это. Я буду доверять своим вкусовым рецепторам. Очень хотел верить, что вот это дорогая, но мне кажется, легко сделать дешевую шоколадную пасту именно вот с таким вкусом. А вот дорогая паста, она должна быть все-таки health, здоровая, окей, guys? Я выбираю вот эту. Давай так, все, вкусовые рецепторы прочь. Так, что мы видим? Брутелла. Брутелла! В принципе, я был прав, это не нутелла, это брутелла. Брутелла, как будто женщина на вокзале. Брутелла, иди сюда. Мы провели расследование, все, да, определили, что вот эта дорогая, я выбрал правильная, вот она здесь, а вот это брутелла. Состав здесь вот такой вот. Я Я потерял обидно, балл. просто на этой вот арахисовой пасте вонючей проиграть. Плюс балл, Блин, это бред. Дальше? Ну, тут задачка интересная.
Дешевая и дорогая вода. Ну вы что, пацаны? Я пробовал дорогую воду, и у нее очень странный вкус. Назовите стоимость. 10 рублей? 10 рублей? Под кран налили. Короче, одна вода у нас бесплатная, а вторая за 800 рублей. Это просто с-под кондиционера зашли, слили или что? Они разные, ребят. Да нет, ты гонишь. Я представляю, что я в дорогущем ресторане, вот я заказал воду, мне принесли, я такой беру и вот пью. Вот это вот, да? Она, знаете, такая. Ты выпил, и сразу лучше стало. По трубам ржавым текла. Вот эта вода, наверное, дешевая. Не знаю, у меня тут противоположное вообще мнение. Мне здесь кажется, как будто по трубам текла, я прям вкус железа чувствую. А я вот это считаю. Какой-то вкус такой есть некий. Нет, здесь конкретно H2O, а там у вас H2O, C3, 4, хлор натрия, бум-бам. Если бы мне предложили потом всю жизнь пить какую-то одну из этих двух вод, я бы выбрал этот вариант. Не, это очень нормальная, вкусная вода, уважаемая. О, поставили лайк. Все. Поставил. Ну, наконец-то. Посмотрите сюда. 10 рублей за литр, так, ребята? Бидон просто вот. На колодец сходил, набрал. Ну-ка, я это попробую. Да как ты пьешь? Пить надо, смотри. Меня мама научила. Если чужую бутылку берете, вот так вот. Чтобы контакта не было вообще. Это моя бутылка будет, потому что я угадал, я тебе говорю. Мы 100% победили. Это вот эта вода. Слева это просто... Что нет? Дай сюда. Это вот эта металлическая вода. Да ну нафиг. Дайте ответ. Yes! Да как? Серега победил! Ну объясните, почему? Ну пожалуйста, объясните. Я говорил, у объясните. дорогой воды какой-то странный привкус. Объясни, Она ну он же не невкусная. просто так, они же не для чего-то это делают. Огорчен. Вообще Я максимально. глубоко огорчен. Ладненько, ребята, двигаемся дальше. Яблочки, вот, на вид даже как будто и одинаковые, да? Смотрите, но у меня здесь есть вот такая штука. О чем это тебе говорит? О том, что не досмотрели где-то на ферме. То есть, значит, какая-то дешевая. По запаху. Это по запаху, конечно, ярче гораздо. Господи, оно очень вкусное, я уверен. Я обожаю яблоки. Я в день могу раза 2-3 точно яблоко съесть. Я даже уже знаю, какой будет вкус у этого яблока. А у меня у этого яблока прямо как будто воском намазано, он прям блестит. А это такой, более матовый. Теперь вот это. Более твердое, более такое уверенное. У меня справа более рассыпчатое прям. Ну, я считаю, что лучше яблоко, чем белый налив, нету. Кстати, есть один сорт, Антоновка называется. Вот такое мне не очень нравится. Чуваки, эта туфта землей отдает. Я делаю выбор, что, наверное, здесь дорогая. Более плотная консистенция. Я тоже отдам левому. Я скажу потом, ну если буду прав. Здесь земляной очень вкус. Это, возможно, признак дорогого яблока, но по факту, вот лично я бы отдал бы гораздо больше денег за это яблоко, нежели за это. Поэтому я... И побеждает какая тарелка, золотая или белая? Да, ну это было понятно, ребята. Ну отдает землей, вонючее, невкусное яблоко. А здесь сладость, прелесть, просто... Да, моя логика не сыграла, поэтому и нет смысла говорить. Главное, что я подтвердил, что я эксперт в яблоках. Двигаемся дальше. Лапша быстрого приготовления. Зацените. Что можно сказать? Сначала я бы предложил обратить внимание на то, в чем она находится. Здесь обычный такой пластик какой-то, ну, у доширака такой же. А здесь прям такая тарелочка квадратная, все уверенно. Слева вижу семена кунжутика. Это может быть дорого. По цвету макароны вот эти гораздо лучше выглядят. Эти, ну, такое, типа, что-то среднее. Здесь как будто очень плотные, такие толстенькие макароны, а здесь тоненькие. Одна лапша стоит 450 рублей, а вторая 20. Капец, какая разница. Объективно говоря, по вкусу здесь гораздо вкуснее. Ну просто, ну это мега вкусно. Просто даже лучше выглядит. Я до сих пор периодически ем лапшу быстрого приготовления, она просто очень мне нравится. Как мне кажется, вот это просто постная тема. Здесь обалденный соус, и макароны такие добротные. Не верится, что это в лапше быстрого приготовления. Еще хочу обратить внимание, что вот эта лапша, да, она остается с бульоном, то есть здесь много водички. Производитель не подумал, а здесь идеальная тара, заливаешь, оно разбухает и водички нет. Просто идеальные макароны с идеальным количеством воды. Я голосую за это, потому что, ну, слишком много плюсов, слишком. Единогласно. Это реально вкуснее. Это Наруто лапша, чуваки, она дороже, вы победили! Зацените, это тоже как будто какой-то сувенир. 400 рубасиков. Если что, ребята, можете попробовать где-то найти такую. Стопы, ребята, проверка, кто шарит за Наруто, как зовут этого персонажа, напишите в комменты. Мне кажется, подписчики даже не смотрели Наруто. Давно было. Смотрели, конечно. Проверим. Окей, следующий раунд. Решай. Глазированный сырок за 20 рублей и за 240. Ну, за 20 это почти бесплатно. Так, ну чё, пацаны,
Ты что сделал? Ты тесты провожу. У каждого своя методика. У нас вообще-то борьба за балл. У нас с Глентом поровну, может кто-то вырваться, а Серега может отыграться. Взгляните сюда. У меня уже есть предположение. Чисто по запаху. Это дорогой. Вот то же самое, я думаю. Потому что есть запах темного шоколада, прям такого горького. А здесь прям, ну, такого дешевого. Чуваки, это идеальная консистенция сырка. Даже если он будет стоить 20 рублей, я не расстроюсь, потому что я хочу узнать упаковку и покупать только его. Просто офигеть, какой он вкусный. Как определить, дорогой сырок или дешевый? Он должен прилипнуть. Прилип. Не прилип. Понятно. Дорогой здесь. А я отдаю голос вот этому вот малышу. Да это башмак какой-то, он невкусный. Ну, не знаю, мы это проверим. Слушай, может, так как все-таки Серега уже проиграл, А может, ты и сравнялся с кем-то из а вас? может, и сравнялся, но все равно тебе нужно выявить победителя среди нас. Да, давайте выявим. Так, одна упаковка картонная, а другая вот такая вот. Фольга, да? Ну, такая, да. Одна как зубная паста, такая картонная, да? Ну, да. Это вот это. Я победил. Подожди. Я думаю, я победил. Итак, смотрите. Да, это он. По-любому. Ну, должен быть. Это он. Нет? Да? Нет? Да? Б.Ю. Александр, Да, сырок творожный, да, нет, глазированный, да. Почему? ваниль. Ну, Б.Ю. Не, Александров и такой тихо, бывает. тихо, Подожди. тихо. Блин! Написано с ванилью. Вот желтенькая, да? Что И тут написано в темном шоколаде. Да, я победил! Я знал, что это будет дорого и вкусно. Я знал. Потому что я уже ел такой сырок, и я помню, что там был горький шоколад. А я сравнялся. Эй, Влад, горький шоколад. Ну и ничего страшного. Главное, что этот ролик был веселым и интересным. Я, если честно, даже от него не ожидал таких прикольных эмоций. Ребята, если вам было интересно смотреть, обязательно поставьте лайк. Если этого еще не сделали, он там обязательно должен стоять. Не забываем из должников денежек превращаться в подписчиков. Ну и спасибо, конечно же, за просмотр этого видео. Ну а с вами был я, меня зовут Влада4, Глеб, Серега. Всем пока! Глент, Кобяков, Глент.